Всем привет! Вы на YouTube-канале Аксель Франк. Сегодня у нас кошка Анфиса с лебедем, а я поглажу кота Арчика, и я вам расскажу то, что мне рассказала соседка про кота Арчи, как он к ней ходит и чем там занимается. Все это происходит в Австрии, в Каринтии, на Альпийском озере. Анфиса у нас традиционно с лебедями дружит. У них такие отношения. На канале у меня есть несколько видео, как они вот так... А иногда эти отношения переходят в небольшую такую потасовку. Лебедь норовит ее за хвост, она норовит ее по клюву. У обоих получается. Но в целом они знают друг про друга. Вот смотрите, меня спрашивали, глажу ли я когда-нибудь котов. Конечно, я глажу. Просто у меня часто камера в руке, поэтому заснять не получается. Сейчас одной рукой держу камеру, а другой глажу Арчика. Он спит, млеет. Утки оккупировали пирс. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и ты, конечно. Хрюкни, дорогой. Хрюкать будешь, нет? Да я знаю, что меня ждешь. Да иду. Давай хрюкай. Все, ладно, пошел. То он будет стоять, менжеваться. Вот утки расположились на пирсе. Сейчас я их немножечко спугну, потому что мне надо зайти на пирс. А они там совершенно лишние, потому что они там еще и подарки оставляют. Утки в этом отношении, они абсолютно беспринципны. А мне потом приходится пирс щеткой и водой от их подарков отмывать. А кошка Анфиса их уже догонит окончательно. Она на них, так сказать, охотится. Да. Анфиса последнюю согнала. Итак, а что у нас было с соседкой? У нас есть соседка через несколько домов. Она кормит уток. У нее две кормушки такие большие, они невысокие, где-то метр от земли. И такая большая деревянная площадка с козырьком. И она туда насыпает корм для уток. И вот у нее всегда много там собирается целая стая уток на этих кормушках. Вот. А мы с этой соседкой, мы дружим. То есть мы в гости ходим там. Вот это у нас город Санкт-Вайт. Мы как-то проехались в этот город. Было одно дело. Кстати, проверяли меня на вменяемость. И сына проверяли. Нас обоих, мы были у психиатра, и нас проверяли на адекватность. Хочу сказать, что вот меня иногда спрашивают, вы вообще нормальный? Да. У меня есть официальное удостоверение, что я нормальный. Абсолютно. То есть меня проверили на приборах, там какие-то тесты, потом беседа личная. Все это связано с владением оружием. Таким, когда у тебя есть какое-то серьезное оружие, ты должен проходить вот такие периодически проверяться, что ты не выйдешь там посреди улицы и не начнешь палить в людей. А как раз в этом Санкт-Вайте, вот смотрите, вот здание 12-13 век, очень старый городок, он в истории Каринтии очень такой много значил. И как раз региональный центр, где есть специалист, который имеет лицензию на проведение вот этой экспертизы для оружия, как раз находится в этом городе Санкт-Вайте. Вот нам пришлось туда съездить и проходить тест. Это довольно такое длительное мероприятие, то есть ты там на компьютере отвечаешь на кучу вопросов, потом с тобой беседуют. Все прошло нормально, справки мы получили. Итак, наша соседка, которая кормит уток. Кстати, наша деревня. Будут виды нашей деревни, я вам буду рассказывать. И мы у нее были как-то, смотрели вот эти кормушки, все. А на днях она с подругой пришли к нам. Мы их пригласили, Ирина делала пельмени. Угостить людей, которые не знакомы с пельменями и салатом оливье. Ирина сделала пельмени и салат оливье. Они были в восторге.
Мы долго обсуждали, чем отличаются вот каринтийские нудельны. В Каринтии тоже есть типа пельменей, вареников. В основном они с сыром, ну, таким своеобразным. Но они сильно отличаются, у них тесто гораздо толще. То есть они варятся там от 10 минут, 10, 15, 14 минут вот так. Вот, даже с картошкой. Вот. И они крупные, огромные. Поэтому они сильно отличаются. Ну, вот, у нас такой разговор был, в том числе она сказала, что наш Арчик к ней регулярно приходит. То есть Арчик с ней знаком. Ну, он к ней не подходит, но он ее знает, и она его знает. И чем занимается Арчик? Арчик запрыгивает на эту кормушку. Ну вот, идет, он идет, наш герой. Запрыгивает на кормушку и сидит, ждет утку. То есть Арчик как бы приметил, что утки как раз собираются там на кормушке. Ну, они запрыгивают и по кормушке там ходят, едят. И он подумал, что если я тут сяду, то утка сама ко мне как бы и запрыгнет. И это будет классная охота. И вот он регулярно к ней ходит, и там запрыгивает, сидит, даже ложится. Не знаю, спит ли он там. Но факт тот, что он у нее на кормушках вот регулярно уток поджидает. А мы его поймали, у нас есть кормушка для маленьких птичек. Вот тот, кто смотрит мои видео регулярно, ну, эта кормушка периодически в сюжетах участвует. Вот. Ну, кстати, вот, это как раз вот дом, вот машина ее, вот этой соседки нашей, Маргареты. Вот. И он там, он знает там все дороги, все пути. Отправился куда-то. Вот. И он на эту кормушку для маленьких птичек тоже вот по забору карабкается, по ограде, у нас там ограда такая сетчатая, по ней карабкается и запрыгивает в эту кормушку тоже. Вот смотрите, у нас это весна, это где-то начало мая было, съемки где-то 5-6 мая вот это все. Вот сирень вот, зацветает, еще не расцвела вовсю. Сейчас вовсю сирень расцвела, запах, аромат, конечно. Вот. И вообще везде, ну, такие красивые деревья. То есть участки, в общем-то, народ, там, где вот кто почаще бывает, ну, те постоянно живет, они вообще хорошо, там сказать, обустраиваются. Те, кто только на лето приезжает, тоже в зависимости, если живет поблизости где-то, например, вот в Фелькирхене, Филохе, в Клагенфурте у нас есть вот такие, вот, то у них тоже всегда очень-очень все это благоустроено, пострижено. Вот. Ну, есть некоторое количество тех, кто живет далеко, там в Вене, в Граце. Ну, у них бывает, что как бы пока они не приедут, ну, немножко это все зарастает. Но они приезжают, вот сейчас соседка наша, соседка справа, если смотреть на озеро, сегодня приехала, я сегодня с ней разговаривал, и тут же к ней приехали, так сказать, мастеровые с этими, с косилками, и приводят все в порядок. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, будьте здоровы, будьте счастливы и пока-пока.